Святейший Патриарх Сербский, Христос воскресе! Воистину воскресе! Владыка Ириней, Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Из монастыря Воскресения. О, спасибо. Христос воскресе на сербском. Да, воистину воскресе! Спасибо. Спасибо. Садимся. Ваше Святейшество, позвольте сердечно поприветствовать вас в Москве. Также в палатах здесь особая атмосфера. Мы очень рады вас видеть. Знаю, что православная церковь сербская вносит существенный вклад в укрепление отношений между нашими народами, которые традиционно поддерживают самые теплые, самые близкие, самые доверительные союзнические отношения. Vaše svetosti, dozvolite pre svega da vas srdečno pozdravim u Moskve, ovde je posebna atmosfera, drago nam je da vas vidimo ovde, znamo da Srpska pravoslavna crkva značajno doprinosi ukupnom razvoju bilateralnih rusko-srpskih odnosa koji su tradicionalno topli, bliski, prijateljski i tako dalje. Позвольте поздравить вас с праздником Святой Пасхи. Dozvolite da vam čestitam praznik Svetog Uskrsa. Это наш общий светлый праздник. I to je naš zajednički svetli praznik. Я уже сказал, что российско-сербские отношения всегда имеют особый характер, и в наши дни тоже. Već sam rekao da rusko-srpske odnose imaju poseban karakter, a i u naši dani isto. Это в том числе потому, что нас связывают крепкие, глубокие, духовные общие корни. I to između ostalog i zato što nas povezuje čvrste, jake, duboke, duhovne veze korijene. Мы всегда рады вас видеть. Nama je uvek drago da vas vidimo. На 9 мая ждем президента Сербии в Москве на торжества, посвященные победе в Великой Отечественной войне. I za 9. maj očekujemo u Moskvi predsjednika Srbije na svečanostima povodom pobede u Velikom otadžbinskom ratu. Знаем, что ситуация на Балканах непростая. Znamo da situacija na Balkanu nije baš jednostavna. И знаем о ваших усилиях по укреплению позиции Сербии, I znamo naravno o vašim naporima o jačanju pozicije Srbije, в том числе о значимости собора, который вы провели, Сербского собора. i između ostalog o tom značaju Svesrpskog sabora koje ste Мы održali. всегда рады вас видеть. Добро пожаловать. Uvek nam drago da vas vidimo, dobro nam došli. Господин президент, извините, я скажу Я несколько переводу. слова на русском. Не говорю так хорошо, но понимаю все. Владыка Ириней тоже со мной, епископ Башки, который говорит очень хорошо русский язык. Спасибо вам, что вы нас приняли, и я вас поздравляю поздравом Пасхи Христос воскресе. Надеюсь, что воскресение есть наш путь и реальность, факт нашей веры. Это значит, что победа известна, и что она зависит от воли Божьей. Нам надо делать, что зависит от нас. Я хотел вам благодарить за все, что вы делаете на уровне ценности, потому что ценности фундамент без ценности, без идеологии, не идеологии, как бы сказали, психологически, но в существе невозможно жить, и от веры все зависит. Как веруешь, такая наша жизнь, наша
наши слова и так далее. Вы знаете и сами сказали, что в прошлости отношения в наших церквах всегда было отношение любви и содействия русской и сербской церкви. И думаю, что и сегодня самое такое, да, так скажется. Так. Да. Мои предшественники и в прошлости всегда патриархи сербской церкви были связаны с патриархами русской церкви. И мой предшественник, святейший патриарх Ириней, говорил, надо нам, сербам, как говорил? Говорит, что наша маленькая лодка, плавая на беспокойном море, должна быть всегда привязана за великий русский корабль. И я хотел сказать, что и мы чувствуем и веруем, что это правда. Мне надо сказать, чтобы вы знали, вы уже знаете, но надо опять сказать, что сербский народ смотрит на русский народ как один. И иногда может быть, что надежда большая у сербов, надежда зависит больше от России, русской политики, чем от сербской. Может быть, что это парадокс. Я был несколько, 2 недели там назад в Иерусалиме и разговаривал с патриархом Иерусалимским, и много разговаривали. Он не знал, что я буду в Москве. И когда говорили про православие глобально, он мне сказал, у нас православных есть один козырь. И я спросил, который? Каже, Владимир Путин, он сказал мне. И это слова скажут все. Надо подчеркнуть, что мы благодарны вам, что касается вашей поддержки и позиции, связанной с Косовом и с Республикой Сербской. И, конечно, Черногория тоже. Там наш народ, наша церковь, вы знаете очень хорошо, что без поддержки вашей и Китая, я не знаю, что бы было с Косовом. Я на Пасхе был там, служил в Петской патриаршии, это столица сербского патриарха. И молимо, как это кажем, просим, чтобы стояли на этой позиции и сделали все, что возможно, потому что независимо от политики, независимо от людей, которые на власти у нас, без Косово, могу сказать, и без Республики Сербской, сербский народ без перспективы. Конечно, у нас есть отношения очень хорошие с президентом, и он привет вам посылал и сказал мне, что будет 9 мая здесь, независимо от обстоятельства в Европе и так далее. Позиция наша, что касается Косово, что касается Республики Сербской, Черногории, я думаю, чувствую, что зависит и от позиции русского государства, Русской Федерации на глобальном уровне. Мое желание и большинства нашей церкви есть, что в перспективе, если будет новое разделение геополитическое, чтобы были близко в этом русском окружении. Вы знаете, мире, да? В русском мире. В русском мире, да. В православном мире, русском, но в православии мы разговаривали с святейшим патриархом не так просто. У нас тоже в этих днях есть
революция, как называется, Цветная. цветная революция, вы это знаете, и надеюсь, что это искушение мы победим, как бы сказали, потому что мы знаем и чувствуем, что центры силы с Запада хочет развивать идентитет сербского народа и культуру. Спасибо вам, что вы сказали, и дай Бог вам крепость, мудрость. Наши молитвы всегда с вами, и надеюсь, что Господь помогает. Ваше Святейшество, вы сказали об идентичности. Вот этим занимается церковь вообще, и русская православная церковь под руководством Святейшего Патриарха Московского и всей Руси. Святейший Патриарх очень много усилий предпринимает для того, чтобы укреплять наши традиционные ценности, наши духовные начала. И всегда, когда мы встречаемся, мы вспоминаем и говорим о наших братьях, о православии. И это позиция Святейшего Патриарха. Уверен, что и в беседах с вами об этом постоянно говорит Ваше Святейшество. Глубокое уважение, Владимир Владимирович. Вот, я очень рад, что состоялась и состоится эта встреча. Из всех поместных православных церквей сербская ближе всего к русской церкви. По культуре, по языку. Да, если говорить даже об истории. Никогда наши страны не воевали, а если воевали, только бок о бок против кого-то другого. И вот эта любовь к русским, к русскому народу, к русской церкви, она органично включена в культуру Сербии, сербского народа. Поэтому для нас это самые близкие друзья, наши собратья и по духу, и по жизненной философии. И это имеет очень большое значение и тогда, когда мы вместе обсуждаем проблемы, и когда мы встречаемся на межправославных площадках. Сербская церковь – это самая близкая нам церковь. И это, я говорю, не по случаю, что вот здесь сидит патриарх сербский, а так оно и есть. Ну, а потом, если взять историю, то сербский народ и сербская церковь никогда не предавали Россию. Некоторые славянские, не будем их упоминать, под воздействием мощных милитаристских западных сил меняли свою ориентацию на время, потом каялись, но меняли. Сербы никогда не меняли. Вот эта любовь к России, она, то, что называется, заложена, может быть, даже в гены сербского народа. Но это очень все отражается и на межцерковных отношениях. Мы всегда единомысленны, и когда возникают какие-то на межправославных площадках дискуссии, то всегда чувствуешь поддержку сербской церкви. Ну и потом, конечно, вот еще о чем хотелось бы сказать, что сербы, конечно, западнее, чем мы. Так уж Господь распорядился. И это церковь, которая лицом к лицу соприкасается практически с западным миром, от которого можно получать, и, наверное, и получали много полезного и в научной, и в культурной области. Но то, что сегодня происходит с человеческой нравственностью, с моралью на Западе, это все, ну если, да я скажу вслух, что там стесняться-то, бесовское все это дело. Потому что, почему бесовское? Потому что задача беса заключается в том, чтобы человек потерял разницу между добром и злом. Есть альтернатива поведения. Вот церковь говорит, вот так поступать нельзя. И Слово Божие говорит, так поступать нельзя. А современная секулярная культура говорит, а почему нет? Человек свободен поступать, как он хочет поступать. Это просто есть свобода выбора. И вот этот подход разрушает нравственную основу человеческого бытия. А за этим могут последовать страшные цивилизационные катастрофы. Потому что если разрушается вот эта интегральность человеческой личности, оттуда все потом рушится. И вот русская православная церковь, как вы знаете, вот стоит на этих позициях, мы ее отстаиваем на международных площадках. Ну и мы, конечно, нуждаемся в таких добрых союзников. Поэтому
Я очень радуюсь сегодняшней встрече. Вот те люди, которые сегодня здесь с этим столом, и владыка святейший, и владыка Ириней, вот, они являются действительно духовными лидерами своего народа. И знаю, какое доброе отношение у них в сердце к России и лично к вам. И поэтому для меня эмоционально сегодня очень такое событие, действительно духоподъемное, то, что мы все встретились. Но надеюсь, что это и за этим последуют какие-то и добрые последствия по развитию отношений русской церкви с сербской, ну и Сербии с Россией. Спасибо, Аминь. Ваше Аминь. Святейшество, вы упоминали о том, что происходит западнее от нас, но мы все хорошо знаем, мы все видели, были свидетелями вашей встречи с Папой Римским, который вот в эти пасхальные дни ушел от нас. Это, мне кажется, тоже говорит о том, что и на Западе есть еще люди, есть силы, и духовные силы, которые стремятся к восстановлению отношений и к возрождению духовных начал. Совершенно верно. Западная культура, которая, что бы кто ни говорил, основана на христианских началах. Вы очень правильно вспомнили покойного папу. Да. Он был человеком таких достаточно твердых взглядов и убеждений. И несмотря на то, что на него оказывалось очень большое давление, также в плане охлаждения отношений с русской церковью. Вот уже он в ином мире, поэтому я могу смело, без спрашивания у него разрешения, его процитировать. Когда его очень сильно приперли, простите за грубое слово, он сказал только короткую фразу: «Не ссорьте меня с Кириллом», повернулся и ушел. А воздействовали на него близлежащие его сотрудники, что нужно изменить курс, что нельзя, это, так сказать, связано с российской политикой. Вот эта фраза «не ссорьте меня с Кириллом» у меня вот постоянно была как бы в памяти и в сознании, пока он был жив. Отношения были добрые, но сейчас вот Господь призвал его в иной мир. Вот, но воспоминания о нем самые добрые в плане отношений к России, к русской церкви. У меня тоже, мы с ним неоднократно встречались. Он совершенно очевидно, могу это утверждать, по-доброму относился к России, но имея в виду и его латиноамериканское происхождение, и настрой среди подавляющего большинства граждан латиноамериканских стран. Это, наверняка тоже чувствовал и выстраивал отношения и с Россией в самом таком доброжелательном